погружается по пояс в землю, белый медведь впадает. Это основа жизни. Почвоведам есть чем заняться на Марсе. Можешь копать, можешь не копать. Почвовед незаменим. Павел Владимирович Красильников, доктор биологических наук, член-корреспондент Российской академии наук, исполняющий обязанности декана факультета почвоведения МГУ. Как вы можете объяснить людям очень просто, что такое почвоведение и чем занимаются почвоведы? Понятно, что почвоведы занимаются почвой. Почва – это вообще уникальный объект на границе всех сред, и атмосферы, гидросферы, литосферы, биосферы и так далее. И поэтому это один из самых сложных объектов в природе. Там происходит взаимодействие живого и неживого на нашей Земле. Это основа жизни. Геодерма, кожа Земли. И, собственно, почвовед – это тот человек, который должен в этом разобраться. Особенностью специальности почвоведа заключается в том, что он должен знать очень много. Он должен быть образован как биолог, он должен быть образован и как специалист в науках о Земле, то есть он должен знать о минералах, горных породах, об их изменении. И, конечно же, он должен представлять, каким образом почва обеспечивает плодородие, как она обеспечивает функционирование естественных биосистем и производство сельскохозяйственной продукции. Очень сильно меняется мир, и появляются новые профессии. Скоро уже такси будут ездить на автопилоте, люди будут там покупать все с кассой самообслуживания. Такая профессия, как почвовед, будет востребована? Ну, конечно, почвоведы будут востребованы. Другое дело, что, наверное, такой облик почвоведа типичный, как человек с лопатой, он, наверное, уходит в прошлое. У нас факультет меняется даже в гендерном отношении. У нас сейчас большинство девушки. То есть, конечно. То есть почвовед в основном это человек, который анализирует информацию, работает в лаборатории, составляет карты, планирует информационную поддержку цифрового земледелия и так далее. То есть это человек, подкованный во всех областях науки. И завтрашний день, этот технологический прогресс в почвоведении, он приходит ничуть не меньше, чем в остальные отрасли знаний. Я посмотрела тему вашей диссертации, кандидатской диссертации, это таежное почвообразование, а тема докторской диссертации – почвы горных лесов Южной Мексики. Как так получилось, что вы из холодных таких лесов попали в горячую Мексику изучать почвы? Получилось так. Просто повезло, возникла некая возможность поработать по контракту в этой замечательной стране. Значит, что касается разницы в экосистемах, должен сказать, что на самом деле лесные экосистемы, они в чем-то похожи по всему миру. Я помню, даже в какой-то момент приехав из Карелии туда, в Мексику, мы отправились со студентами в штат Мичоакан, и работали там в горных сосновых лесах. И я стою и не понимаю вообще, собственно, льет дождь, сосновый лес, значит, студенты копаются в почвенном разрезе. Практически ничего не изменилось по сравнению с Карелией. А вообще, если серьезно говорить, то, конечно же, возможность работать в разных ландшафтах с разными почвами для почвоведа-географа, а я заканчивал географию почв, это громадная жизненная удача, потому что это позволяет увидеть настолько разное почвообразование, настолько разные экосистемы, настолько разные взаимодействия, которые в них происходят. Это очень обогащает вообще. У вас такой большой международный опыт, вы и в России работали много где, и в разных странах совершенно бывали. Работали. Как вы можете сравнить наше почвоведение, российские научные подходы и, скажем, европейские, американские, другие? Надо сказать, что почвоведы всего мира, они очень похожи друг на друга, прежде всего. Они всегда находят общий язык. Поэтому всегда общаться с коллегами за рубежом очень легко. Но, конечно же, есть своя специфика, Наша наука, она очень академична. Российское почвоведение, оно необычайно академично, оно очень держится за традиции. В Европе, конечно, они более направлены на получение практического результата. Причем практический результат это не означает, что обязательно это повышение урожайности на пару центнеров с гектара, это означает какую-то политическую целесообразность, выполнение каких-то социальных задач и так далее.
Американцы еще более прагматичны, конечно же. Хотя у них тоже есть люди, которые занимаются чисто вот теоретическим почвоведением, но их на самом деле не так много. Вы из науки, получается, из такой научной деятельности в 2020 году стали деканом факультета почвоведения. Ну, исполняющим Да. обязанности пока. И как вы видите свою миссию, свою роль, возглавляя факультет почвоведения? Конечно, с одной стороны, очень хочется не потерять те замечательные традиции, которые существуют на факультете. Это Московский университет, это же вообще как бы... Это прежде всего традиции, конечно. С другой стороны, мы должны, конечно, не отставать. Дело в том, что в настоящее время мы наблюдаем такую интересную картину, что просто с низкого старта другие вузы, я говорю не только о московских, там, типа Высшей школы экономики, которая сейчас просто везде, а масса вот провинциальных вузов, они настолько вообще продвинулись в инновациях, что мы где-то плетемся в хвосте. И нам нужно очень сильно переделывать и образовательный процесс, и давать новый старт вообще нашим научным работам, для того, чтобы не отставать. Вы знаете же, как это в Алисе в Зазеркалье. Для того, чтобы остаться на месте, нужно бежать со всех ног. Ну вот, стараемся. Когда поступала на факультет почвоведения, я о нем ничего не знала сначала. То есть я узнала вот совсем перед поступлением. И мне интересно, как молодые люди, школьники сегодня, во-первых, насколько они знают про почвоведение, а во-вторых, как они могут понять, что почвоведение им подойдет, и они смогут себя найти на этом факультете? Есть масса людей, которые с детства там, вот, болеют биологией. Вот, они любят животных, растения, там, микроорганизмы даже и так далее. Есть люди, которые там обожают науки о Земле, кто-то увлекается техникой, кто-то медициной. Вот практически отсутствует такая категория людей, которые увлекаются почвоведением, просто потому что его даже нету специально в школьной программе, это 2 или 3 урока в курсе географии. Поэтому дети практически о почвоведении ничего не знают. И пресса о нем, о нашем направлении очень мало что пишет. Мы сейчас изо всех сил стараемся работать со школами, с учителями, со школьниками, в прессу давать какие-то материалы. Это сложно, потому что это замкнутый круг, вы же понимаете. То есть, если люди об этом ничего не знают, то, соответственно, журналисту неинтересно работать с этой темой, потому что она вряд ли привлечет читателей. А, соответственно, раз журналисты не работают с нашей темой, соответственно, она и не звучит, они очень мало знают. Наш, наверное, вот такой сейчас интересный ход, вот интересное окно возможностей, которое открывается, это межфакультетские научно-образовательные школы, которые открыл вот у нас Виктор Антонович Садовничий. Одна из школ, она экологическая, это называется «Будущее планеты» и глобальные изменения окружающей среды. Туда входят помимо нашего факультета биологический, географический, химический и факультет наук о материалах. Наш факультет является ведущим в программе создания карбонового полигона в Московской области. И за счет того, что мы участвуем в таких крупных проектах, которые имеют определенный отзвук в прессе, они широко обсуждаются, к ним имеется большой общественный интерес, мы можем каким-то образом повысить свою, то, что называется, visibility. Молодой человек решил стать почвоведом, или экологом. Почему он выберет именно факультет почвоведения? В чем преимущество этого факультета по сравнению с другими вузами? Просто нигде его не научат такому количеству разных вещей, как на нашем факультете. То есть вот наш почвовед и даже эколог немножко в меньшей степени это некий такой универсальный солдат, который знает все. Он пусть поверхностно, он знает геологию, он знает геодезию, он знает ботанику, он знает физиологию растений, он, в общем, проходит 7 курсов химии, то есть он может в любой момент пойти в любую химическую лабораторию, он там не растеряется, он будет знать, чем ему заниматься. Понимаете, вот в современном мире все очень нестабильно на рынке труда. Вот сегодня у нас востребованы, например,
экономисты. Завтра эти экономисты уже никому не нужны. А вообще уже ходят слухи о том, что искусственный интеллект возьмет на себя труд бухгалтера, например, то есть, который одна из массовых профессий. Вот сейчас вот искусственный интеллект возьмет на себя, значит, роль водителя. То есть вот все эти огромное количество, там Яндекс.Такси, они будут ездить управляемые роботами. А роль почвоведа искусственный интеллект не может занять? Нет, почвовед незаменим. Почему? Нет, потому что он универсален, он адаптируется к любой задаче. Вот сегодня нам нужно заниматься биологическим разнообразием. Почвовед занимается биологическим разнообразием. Нужно заниматься углеродом, изменениями климата, и почвовед занимается изменениями климата. Нужно повышать урожайность, он идет, повышает урожайность. Завтра надо будет заниматься загрязнением грунтовых вод, и почвовед тут же тоже в первых рядах. То есть за счет того, что мы даем такое широкое образование, за счет этого почвовед фактически легко адаптируется к любой задаче, которая перед ним встает. Он не останется неудел, потому что у него нет каких-то компетенций. Вот я умею только одно, я умею только копать землю, что мне теперь делать? Можешь копать, можешь не копать, то есть всегда для почвоведа найдется какая-то работа. Ну, кстати, по поводу копать землю. А вы когда последний раз закладывали почвенный разрез? Знаете, позапрошлом году. Да, что это было, где? Это было в Карелии, в Ленинградской области. Мы решили выехать маленькой группой, то есть с моими студентами-аспирантами, и покопаться на берегу Белого моря и Балтийского. И какую почву вы там изучали? Мы изучали маршевые почвы, то есть, как ни странно, вот это всплыла старая тема, которую мы давно уже не занимались, и вдруг вот дали студенту такую тему, все вместе собрались, поехали, покопали, все дружно, на самом деле, я люблю копать, вот, признаюсь, это хобби такое. И вот выехали сейчас, вот неожиданно эта вот тема выстрелила, мы сейчас подаем заявку на проект БРИКС как раз по береговым экосистемам и почвам, как основным аккумулятором углерода. Ничего себе. В условиях изменений климата. Вот. А вообще, да, вот копать умею, люблю. Я помню, когда был молодой, бодрый, сильный, как-то раз за сезон я выкопал 800 разрезов. 800? Вау. Ну, это 5 месяцев практически ежедневной работы. Круто. Когда были завалены какими-то договорами хозяйственными, надо было срочно делать карты. Вы сказали маршевые почвы, название. Да. Вообще почвоведы называют почвы по совершенно разным классификациям. Да, И вот эти такое. маршевые почвы, это по какой классификации? Это некое общее название, потому что в маршевые почвы до сих пор не выделяются, например, в классификации диагностики почв России, которая в 2004 году последний раз обновлялась. Там они существуют в виде неких предложений, которые вот есть в статьях, но еще не вошли в официальный текст. А вообще, по американской классификации это флюенты, значит, по мировой реферативной базе почвенных ресурсов это tidalic fluid soils. Вот проблема, конечно, серьезная с названиями почв. Я в свое время даже книжку про это написал, довольно толстую, вот по классификации. Ну, понимаете, если вот даже в Чехии и в Словакии вот две разные классификации почвы, понимаете? А почему так? Есть причины. То есть одна из причин это то, что, конечно же, почвы это объект, который очень четко привязан вообще к определенной территории. То есть вот в маленьких странах, например, классификация почв Уганды и классификация почв Чехии той же самой, они не могут быть одинаковыми, потому что все почвы разные. И вторая причина – это, соответственно, историческая. Дело в том, что в отличие от многих наук, базовых, там, типа биологии, там, ботаники, зоологии, когда вот они зарождались достаточно давно, то есть 17-18 век, там Карл Линней, вот эта классификация организмов, и, в общем-то, из этого источника все это и разошлось. А с почвоведением было не так, то есть почвоведение как наука, в общем-то, настоящая, появилась только в 1883 году, когда Докучаев написал свою знаменитую работу «Русский чернозем».
А до этого существовало множество вот таких вот центров локальных, где вот эта наука зарождалась. И везде из каждого этого центра выросла своя маленькая школка. Из этой школки, там, ну, маленькая или большая, вот, из этой школы зародилась тоже своя классификация. А вот это WRB, которая сейчас вроде как бы международная классификация, но почему она так и не прижилась? Вот, ну, во-первых, она искусственная, и она делалась сверху вниз. То есть сначала, вы понимаете, это была легенда к почвенной карте мира масштаба, 1 5-миллионная. То есть названия почв были очень общие. Вот использовалась она только в наименее развитых странах, где не умели классифицировать почву более подробно. Естественно, страны, где очень подробные, очень детальные классификации почв, они ее не восприняли. И несмотря на то, что сейчас она по сложности тоже уже выросла до достаточно высокого уровня, все равно люди привыкли к своим почвам, к своим названиям. И в конце концов существует огромное количество карт, которые сделаны уже в национальных классификациях, что перерисовывают все. То есть это, особенно учитывая, что вот прямой перевод названия почвы из одной системы в другую, он невозможен в принципе. Везде разные критерии, везде разные подходы. Вы сказали еще про карты, что классификации изначально были легендами к почвенным картам, глобальным, ну или на весь мир. Ну, это WRB, только немножко не так. WRB. И вот у меня такой вопрос, знаете, если я смотрю почвенные карты, ну вот эти, сейчас особенно очень популярно делать карты там на весь мир, состояние почвенного покрова, pH, там все что угодно. Вот у меня вопрос, зачем могут пригодиться такие глобальные почвенные карты всех этих почвенных свойств? Ну как, для визуализации. Понимаете, с одной стороны, это имеет значение в образовательных целях. Для того, чтобы вот студенту там показать, объяснить или просто в целом публике. Вот посмотрите, вот так это распределяется. Картинку, карту всегда воспринимают более живо, чем длинный текст с объяснениями. А второе, конечно же, в основном вот эти многочисленные карты, там, углерода, там, кислотности и так далее, они существуют для того, чтобы воздействовать на политиков прежде всего. Понимаете, вот есть, мы все зависим от называемых decision makers, от лиц, принимающих решения. Вот эти люди, чаще всего, они некомпетентны по конкретным, они компетентны в управлении, но они не знают практически ничего ни о почвах, там, ни о лесах, ни об озерах. Потому что чаще всего это занятые люди, им некогда осваивать какие-то дополнительные области знаний. И поэтому для них нужно доводить всю информацию в максимально вообще упрощенной и общей форме. Для того, чтобы они принимали правильные решения. Где вообще почвоведы сегодня берут данные о почвах в России? Вот как мы можем узнать, какое у нас состояние почвенных ресурсов? Как устроен мониторинг? А мониторинг устроен плохо, я сразу скажу. Значит, есть два основных источника информации. Это данные агрохимслужб. Вот. Напрямую вы эти данные, скорее всего, не получите, но они используются для составления ежегодного доклада Министерства сельского хозяйства о состоянии земельных ресурсов. То есть из доклада можно прочитать? Да, можно прочитать, где какие почвы, где они вот кислее, где-то там у них там калия больше, где-то фосфора и так далее. То есть вот эти вещи, это очень поверхностная информация, и она не всегда надежная, к сожалению. Потому что агрохимслужбы, они тоже бывают разные. Есть хорошие агрохимслужбы, ответственные, то есть я прежде всего назову, конечно, Белгородскую, Московская область, Ростовская область. Вот там совершенно замечательные люди работают, которые вот просто болеют своей работой. А вот есть агрохимслужбы, не буду называть какие, но их много достаточно, где просто не переживают и переписывают данные там с предыдущего обследования и совершенно не утруждают себя вот этой работой на государство, а в основном живут тем, что оказывают коммерческие услуги населению, то есть измеряют там какие-то агрохимические параметры у дачников, например. Значит, второй источник информации – это доклады, соответственно, Министерства природных ресурсов, где мы можем получить
информацию о загрязнении, например, почв теми или иными компонентами, неорганическими, органическими загрязнителями. Они делаются выборочно по определенным там регионам, по определенным точкам. Это, конечно, недостаточная информация, и почвоведы, в общем-то, говорят о том, что вот должна быть создана земельная служба, должен вестись мониторинг и состояние почв, и уточняться и почвенные карты, потому что, конечно же, они должны обновляться. То есть, а они не обновлялись уже очень давно, в общем-то, с конца 80-х годов. Сейчас вот есть в России интересные такие программы, связанные с земельными ресурсами. Например, государственная программа «Дальневосточный гектар». Нашим зрителям расскажу, что каждый гражданин России имеет право бесплатно получить до гектара земли на Дальнем Востоке. Мне интересно, как вы оцениваете эту программу? Я думаю, что мы просто возвращаемся на 100 лет назад к реформе Столыпина, когда, собственно, и нам не хватает только столыпинских вагонов и столыпинских галстуков, чтобы, значит, отправлять, соответственно, желающих получить дальневосточный гектар на Дальний Восток. Значит, должен сказать, что вообще в свое время именно Столыпинская реформа, она привела к мощнейшему вообще толчку в развитии почвоведения. Поскольку было создано переселенческое управление, которое готовило информацию, которое готовило всю эту инфраструктуру для того, чтобы массово переселять крестьян на Дальний Восток и в Сибирь. И, соответственно, были организованы почвенные и ботанические экспедиции специально для того, чтобы оценить природный ресурс. А вот куда приедут эти люди, какие почвы там находятся, каким потенциальным плодородием они обладают. И командовал этими экспедициями Константин Дмитриевич Глинка, ученик Докучаева. И он организовал более 100 экспедиций вот, на Дальний Восток, Центральную Азию, в Сибирь. И благодаря этому были получены бесценные вообще сведения о почвенном покрове азиатской части России. До этого об этом вообще ничего не знали. А как вы думаете, сегодня может быть какой-то плюс от этой программы? Знаете, пока к нам не обращались. То есть такое впечатление, что вот эти гектары, они не то чтобы не интересуют с точки зрения сельскохозяйственной вот их получателей, ну как бы явно вот почва, их потенциальное плодородие находится не на первом месте. У нас еще есть программа, называется «Арктический гектар». С 2022 года, тоже расскажу нашим зрителям, любой гражданин России может получить еще и гектар в Арктике, либо на Дальнем Востоке теперь, либо в Арктике. Ага, и белый медведь в подарок, да. Вопрос, что там вообще с почвой можно делать? Там можно ли вообще какое-то сельское хозяйство вести? Или что там делать? Понимаете, вообще как бы вечная мерзлота – это не препятствие для сельского хозяйства. Мы знаем вот прекрасность. Центральная Якутия, соответственно, многолетние мерзлые породы, значит, оттаивает где-то на метр с небольшим только к сентябрю, и потом постепенно опять начинает замерзать. Ну, казалось бы, совершенно вот такое место непригодное для сельского хозяйства, и вот по всем вот международным критериям, вот средние температуры, то есть это все, это абсолютно непригодно. Так вот, мало того, что там ведется активное довольно сельское хозяйство, то есть и растениеводство, и животноводство, вот. Помимо того, туда стали приезжать китайцы, выращивают дыни. Серьезно? Конечно, экстраконтинентальные области, то есть зимой минус 50, летом плюс 35. Главное, чтобы сорт был успевающий вызреть за это время, как вы за короткое лето. Рациональнее всего использовать эти земли, на ваш взгляд? Рациональнее всего, значит, их использовать, их оставить в покое. Конечно же. Для вот такого хозяйственного использования они не очень пригодны, прежде всего потому, что это очень хрупкие экосистемы. То есть и их разрушение, оно вот буквально вот там поездили немножко на тракторе, и все, вот эти следы, они не зарастают там многие годы. Даже вот выпас северных оленей, который является традиционным там, в общем-то, способом
ведения сельского хозяйства, ну, да, вот у вас есть гектар, пасите оленей, да, но тоже надо быть очень осторожным, потому что перевыпас северного оленя – это тоже серьезная проблема, которая приводит к деградации почвенной силы. Почвоведение, оно как бы ассоциируется с планетой Земля зачастую. Да. Но в последнее время еще стали популярны исследования почвы Марса, почвы там, Луны, космических тел и так далее. Как вы относитесь к идее Илона Маска, что, значит, люди переселяются на Марс и выращивают там картошку? Вот смотрите, главная проблема Марса не отсутствие атмосферы. Вот. Да и с почвой там все нормально. То есть, в принципе, вот этот, значит, симулянты марсианского грунта, они успешно использовались для выращивания, в общем-то, даже каких-то там высшей растительности. Вот. Главная проблема отсутствия магнитного поля. То есть оно же там фрагментарное, вот, и очень слабое, и, соответственно, это означает, что на поверхности Марса вообще жить нельзя. А вот эти идеи терраформирования, как-то переделать этот Марс под жизнеспособный, ну вот смотрите, я говорю, да, возможно, конечно. То есть возможно там восстановить атмосферу, ну, хотя бы местами. Да, можно, ну, с магнитным полем мы ничего не сделаем. То есть вот это на нынешнем развитии уровня технической цивилизации мы не можем для планеты создать магнитное поле, вставить туда такой магнит, чтобы он защищал от космического излучения. А космическое излучение, оно начисто, так сказать, просто нарушает когнитивные способности человека в течение нескольких лет. Жить под куполом. Да, не под куполом, даже скорее под поверхностью Марса. Это возможно. Да, это возможно, это, в общем-то, обсуждается. Вообще наш факультет серьезно работает по марсианской тематике. Вы что? Да, какие, расскажите. Вот работы Чепцова, Воробьевой, то есть это, значит, именно имитация условий Марса, то есть это космическое излучение, это те же там, значит, температуры, давление и выживание микроорганизмов в этих условиях земных. Вот. Ну, у них вообще много работ интересных, то есть это выживание микроорганизмов на поверхности орбитальной станции. Это, значит, соответственно, микроорганизмы в системе циркуляции воздуха внутри космической станции. Нет, на самом деле почвоведам есть чем заняться на Марсе. Да. Полетим, да? У нас, вот я скажу, вот сейчас спрашиваете, вот какие у меня там вот планы, какие действия по работе на факультете. Вот мы создали несколько так называемых тактических групп, как это называется, task force. Они включают специалистов с разных кафедр, потому что у нас все-таки кафедральная структура, она немножко нас ограничивает и довольно часто приводит к дублированию исследований. Вот сейчас вот самая активная группа – это углерод. То есть это межкафедральная группа, которая занимается углеродом, эмиссией газов, там, значит, почва, климат там, и так далее. Значит, вторая группа – это у нас город. Третья группа – это у нас цифровизация. И четвертая группа – это космос. Серьезно, космос? Космос, да, конечно, космос. Вау. Да, то есть мы вообще серьезно думаем о лаборатории, значит, терраформирования Марса. Круто. Вы понимаете, что, вот, например, как выглядит движение влаги в почве при тех температурах и давлениях, которые существуют на Марсе? Вы знаете, я нет. Удивительно. А студенты могут участвовать или это только Да, для конечно, профессионалов? конечно. То есть, вот, когда мы по какой-то направлению идем, то есть у нас несколько задач. То есть мы создаем какие-то научную базу. Второе, мы начинаем готовить специалистов именно в этой области. Точнее, нет, второй шаг – это поиск финансирования. Когда есть деньги, появляются и на деньги сбегаются студенты-аспиранты, потому что, понимаете, да не в том, что там студенту денег дать, хотя это тоже хорошо, студент тоже кушать хочет. Вот. А дело в том, что для того, чтобы вести какие-то исследования, для того, чтобы выполнить какую-то квалификационную работу, нужно затраты какие-то произвести. И если их не из чего произвести, то и работы не будет. Поэтому, собственно, мы очень нацелены на то, чтобы хоть какие-то деньги получать под эти вот направления. И тогда и студенты, и аспиранты привлекаются, работают по этой тематике. Ну и к тому же это просто интересно. Ну, это правда.
от межгалактического почвоведения, если вернуться к нам на Землю. У меня есть насущный вопрос. У нас был диалог с муниципальным депутатом на тему того, нужно ли убирать листья с газонов в городе, или это не нужно делать. Как вы можете ответить? Значит, и то, и другое плохо. Значит, если мы убираем листья с газонов, это приводит к тому, что вот нарушается нормальный цикл, то есть приход там органического вещества в почву на газонах и так далее. Значит, если мы не убираем листья, вот эти листья городские, к сожалению, они накапливают вот всякие разные нехорошие вещества, прежде всего тяжелые металлы. И, соответственно, если в течение многих лет эти тяжелые металлы они попадают в почву при разложении подстилки, у нас происходит загрязнение. А избавляться от тяжелых металлов, честно говоря, тяжело. То есть единственный способ – это удаление верхнего слоя почвы и, соответственно, вывоз ее в какие-то там, значит, вот депозитории. То есть, на самом деле, вот если выбирать из двух зол меньше, то, конечно, надо убирать. Я, знаете, удивилась, вот, когда готовилась к интервью, нашла ваш недавний доклад на конференции в Швейцарии. И он звучал так. Почвы в мифологии и ритуалах шаманов севера России. Да. Обряды, связанные с почвой. Почему вы выбрали такую тему и какой ритуал вас больше всего впечатлил? Ну, смотрите, значит, во-первых, почему такая вот тематика, потому что я вот сейчас я довольно давно участвую в работе комиссии по историческому наследию вот, Международному обществу почвоведов. То есть раньше я был в комиссии по классификации почв, сейчас я вот, соответственно, в этой комиссии работаю. Это связано прежде всего с тем, что я читаю курс истории почвоведения. Ну и там туда же входит, в общем-то, и мифология, связанная с почвами. То есть в основном мы говорим о той мифологии, которая существовала раньше. То есть вот мифы Древней Греции, там, связанные с почвой, разные вот, там, мезоамериканские цивилизации. Вот, совершенно фантастические вещи. То есть вот эта почва, естественно, является одним из главных вот таких персонифицированных вообще объектов природы вот, в мифологии. И вот тут оказалось, что и в современном обществе существует множество вот как бы таких вот верований, религий, где почва, она фигурирует, и в том числе и в шаманских культах. Ну, надо понимать, шаманские культы вот, практически всей Евразии – это, значит, отголоски тенгеризма, по сути. Вот, это прарелигия, из которой они все вышли, ну там, в общем, определенные практики существуют, шаманские. Дело в том, что для шамана вообще разница между духами верхнего мира и нижнего мира не так велика. Он общается и с теми, и с другими. То есть те, которые внизу, они не являются абсолютным злом для него. Он с ними тоже ведет переговоры. И вот, значит, один из обрядов, то есть он такой полумистический, действительно производит впечатление, когда шаман, значит, погружается по пояс в землю на глазах изумленной публики, потому что его якобы, значит, вот он проницает. Почва – это мембрана, которая находится между нашим средним миром и нижним. Вау, красиво. Вот у вас осталось что-нибудь такое в почвоведении неразгаданное? Таких вопросов очень много. То есть это длинный список. То есть вот особенно если говорить о генетическом почвоведении. Генетическое почвоведение, вот чем оно хорошо? Дело в том, что вот генетическим почвоведением сейчас мало кто занимается. То есть объясним, генетическое почвоведение – это почвоведение, которое ищет причины, почему почва стала такой, а не другой. То есть какие механизмы, какие вот процессы привели к формированию того или иного профиля. То есть если эта задача была вот достаточно насущной вот в начале существования почвоведения, и когда общие вот какие-то закономерности выяснили, как-то на этом успокоились и потом уже перешли на решение более практических задач. Ну или задач там более узких, так скажем, то есть вот, по химизму каких-то процессов, по составу органического вещества, там тоже очень много интересных вещей. И вот
генезис почв, он стал вот такой вот задачкой менее интересной, ей меньше занимаются. Действительно, абсолютно меньшинство занимается вопросами генезиса почв. А это на самом деле прекрасная совершенно гимнастика для ума. Потому что именно вот решая генетические задачи, человек оттачивает свое мастерство, логическое мышление, способность учитывать множество факторов, полученных совершенно разными методами, то есть химических наук, биологических, физических и так далее. Так вот в генетическом почвоведении еще огромное количество загадок. Ну, например, задайте какой-нибудь вопрос, который вот интересный для вас. Ну, они, конечно, очень специфические. Ну, например, я, честно говоря, не очень понимаю, почему при одинаковом минералогическом составе, при достаточно близких экологических условиях формируются в одном случае почвы, имеющие вот в тропиках, имеющие такой псевдо-песчаный состав, то есть это ферроль-соли, а в других случаях формируются почвы гораздо более плодородные, с гораздо большим водоудерживающей способностью, с большими агрегатами, такими блестящими, которые называются нити соли. Вот почему вот образуются в одном случае одни, а потом другие, вот мы не знаем. И механизмов мы тоже не представляем. Как интересно. Вот. Да нет, ну что вы, да в конце концов, с нашими вот таежными подзолами нету полной ясности вообще, какие механизмы приводят к миграции, фиксации и преобразованию гидроксидов железа и гидроксидов алюминия в этих почвах. То есть до сих пор существует несколько достаточно равнозначных гипотез, и они не подтверждены полностью. Каждый тянет в свою сторону. Точнее, в настоящее время не тянет, потому что вот нету особого интереса к этому вопросу. Он считается, теоретическая задачка, которая не имеет выхода. Вот имеется почва, вот есть у нее какие-то свойства. Зачем нам знать, от чего они возникли? А на самом деле интересно. Почвоведам еще есть чем заняться. Да нет, почвоведам масса есть чем заняться. Есть огромное количество задач, которые требуют решения. Спасибо большое. Очень Пожалуйста. интересно. А у тебя есть какой-нибудь вопрос о почвах, на который ты хочешь получить ответ? Напиши в комментариях под этим видео на канале Агропрогноз. И поставь лайк, чтобы больше людей узнали о почвоведении. А также можешь отправить это видео своим друзьям и расшарить его в социальных сетях. Подписывайся на канал Агропрогноз. Еще увидимся. Пока!